Всем доброго вечера. У нас с вами, друзья мои, сегодня юбилейный вечер. Юбилейный выпуск. Вопросы ведьме. 10-я часть. Мы с вами сегодня с нашим любимым Эйреном будем отвечать на вопросы. Точнее, все, что можно было принять за вопрос. Очень сложно с невеждами разговаривать, общаться и что-либо им объяснять. Но даже невежд можно использовать себе во благо, для своей пользы. Благодаря их тупости зародилась вот эта серия роликов. И здесь люди получают исчерпывающий ответ на многие свои вопросы. А может быть, эти вопросы они не затрагивали, но услышали и в будущем будут знать. К сожалению, мне кажется, что Шариков успел все-таки дать потомство. И потомство оборвальчиков распространилось по земле. И вот сегодня мы пожинаем плоды. Очень комично смотрится, когда люди совершенно незрелые, необразованные, неумные, имеющие узкий кругозор, пытаются обсуждать определенные темы, которые для них это как темный лес. И вот сегодня мы с вами об этом поговорим. Итак, вот эти вот, с позволения сказать, вопросы, которые я, опять же, догадалась, что вроде бы вот это можно превратить в вопрос. Вот эти вопросы я собрала из 5 роликов. Там такой взрыв мозга, что без 100 грамм не разберешься. Поэтому, поскольку я трезвенник, если бы я напилась хорошо, может быть, я что-нибудь бы и поняла. Но поскольку очень и очень, это же зачем же, это же люди. И когда они сверху смотрят вниз, и там снизу люди кажутся как мыши, как крысы. Но это же человек. Зачем же? Но нет. Но да. Но это же очень и очень. Вот если бы мы пригласили сюда Голохвастого господина, может быть, он бы нам что-нибудь прояснил. А вот, знаете, без психиатра там невозможно понять ничего. К большому сожалению, я вам серьезно говорю, это такая тупость, это такая тьма несусветная, это попытка выглядеть умным, когда человек не знает, как говорить. Знаете, самый первый признак умного человека, все, что он говорит, очень просто доступно. Самый первый признак тупого человека – это с помощью электората, путем контрибуции, контрафакции, контрацепции мы достигнем успеха. Ура! Какой мужик! Какие умные слова знает! Но он ни о чем, он ничего не сказал. Это называется демагогия, когда очень много говорят и ни о чем. Это путают, это пытается показаться умными. Умными казаться не нужно, все гениально и просто. Если ты что-то знаешь, ты говоришь так, чтобы другие поняли, что ты хочешь сказать. Если ты ничего не знаешь, ты все время повторяешь. Но если вы не поймете, вы тупые. Умные-то поймут, умные вот это умные поймут, а вы-то что? Ну вот, например, это, как вам сказать, это навязанная такая культура. Это подсознательно человек пытается изначально себя обезопасить, защитить. Это происходит на подсознательном уровне. Когда ты говоришь человеку что-то, точнее, пытаешься что-то сказать, но ты понимаешь, что ты в этом ничего не мыслишь, но ты хочешь выглядеть умным. Что ты говоришь? Вот если бы ты был умный, ты бы меня понял. А так что о тебе? Это навязанное. Вот на этой основе работает и вот эта мировая культура, как так называемая культура, знаете, был такой фильм «Крыса на подносе», замечательный вообще фильм, где показывается, как
извращают наш мозг, наш ум, как навязывают нечто ненормальное, показывая, что это так и должно быть. Вот кто-то меня осудит, а я считаю, что Пикассо это фигня, это не художник. Я считаю художником Шишкина, Айвазовского и так далее. И же с ними, но не как вот эту вот фигню. Знаете, нарисованы сиськи на курице, и мужик с бабой, похожие на каких-то палку и дерево. Ну, в общем, непонятно что. Но оно навязано. Если ты не понимаешь Пикассо, значит, у тебя нет вкуса. Ты лишена художественного вкуса. И для того, чтобы выглядеть разумным, что делает человек? Начинает восхвалять. Он имел в виду вот это. И те, которые вот создали эту теорию заговора, они усмехаются под нос и смеются и говорят, сработало. То же самое, например, какие-то знаменитые бренды. Вот, например, Биркин. Уже не раз слышала, да? Что если ты хочешь выглядеть богатой дамой, если ты хочешь, чтобы показать свой статус, значит, у тебя должна быть сумка Биркин, которая начинается от 3 миллионов и так далее. А я смотрю на этот Биркин и ужасаюсь. Он мне не нравится. Это громоздкая, некрасивая сумка. Я бы за нее 3 миллиона не отдала, даже если бы у меня была возможность ее купить. То есть я 3 миллиона накопить, ну, например, если вот так сяду и захочу прям, поставлю цель, чтобы купить эту сумку, я смогу на нее накопить. Но я считаю это большой тупостью. Платить за сумку цену целой квартиры. Понимаете, вот я знала очень богатых людей, которые ездили на Ниве. Им так удобно. Они не хотят выпендриваться. Их дети ездят на очень таких дорогих спортивных машинах, как их называют, спорткары. Но это молодежь балуется. Они уже выдержанные люди, им это не надо. Богатейший человек кнопочный телефон носит. Просто если ему что-то надо, звонит там секретарю, еще кому-то, все делает за него. Ну, не хочет человек, не хочет он смотреть в этот экран, не хочет он нервничать, он хочет отдохнуть от этого всего. Понимаете, то есть навязанное. Если ты не носишь Биркин, значит, ты не богатый человек. Если ты не понимаешь Пикассо, значит, у тебя нету вкуса. Если ты не понимаешь мой бред, там, 5-часовой, в 5 роликах, которые она несет, ну, значит, вы дураки, вы ничего не понимаете, это только для умных людей. Так вот, умный человек может донести свою мысль и до умного, и до дурака, и до начитанного, и до необразованного, и до неграмотного, и до тех, кто даже писать, читать не умеет. Если он смог донести, значит, он умный человек. Начали. Значит, ну, я разбросана сейчас буду, не по очереди эти ролики. Какая разница, в принципе? Значит, женщина заявляет, во-первых, что нет у народа андийцев вообще никаких ритуалов, никаких божеств, никаких языческих обрядов, обычаев, ничего нет. И самый такой, значит, предмет смеха, что там в ритуале требуется оливковое масло. Мол, и в горах, и оливковое масло. Ты представляешь, оливковое масло появилось не 10 лет назад. Оливковое масло имеет, я не знаю, историю 5-6 тысяч лет. Вот с того времени оливковое масло и жгли, как топливо, потому что были светильники с оливковым маслом. Оливковое масло служило и как косметика, оливковое масло жарили, оливковое масло использовалось и в салатах, и где оно только не использовалось, и в ритуалах, и в медицине. Так что оливковое масло в горах тоже знали, что существует оливковое масло, и торговали, особенно кавказские. Кавказский регион торговал с греческими городами испокон веков, тысячелетия назад. Это первое. Второе. Великий врач Ибн Сина, или Авиценна, как он больше известен, на Западе, он сказал,
Если твой разум до чего-то еще не дорос, это не значит, что этого нет. То есть мадам утверждает, что никаких андийских богов, ритуалов, заговоров, каких-то обрядов, верования языческих времен просто не существует. И поэтому такого нет, это все придумано. Если бы она когда-нибудь открывала книгу «Этнический мир Кавказа и Закавказья», не помню, кто написал, если честно, но в основном там, оттуда я черпала эти знания. Книга издана аж в 70 каком году. Значит, аваро-андецесская мифология. Андийцы, один из аварских народностей, отличаются немного, но по родству они, в принципе, схожи. Вот андецесская мифология или андецесская цивилизация наравне с куро-аракской цивилизацией, то есть по древности, считается. Итак, начнем. Несколько приведу примеров. Во-первых, основное – это поклонение Солнцу, Баки, и эмоции, Луна. Лунная магия, солнечная магия. Под Солнцем проходило очищение, под Луной проходило призвание, то есть призывы денег, призывы победы и так далее. Солнце считалось мужчиной, Луна считалась женщиной. У некоторых племен они супруги, у некоторых племен брат с сестрой. Далее. Теоп – это громовержец. Его сравнивали с Зевсом, верховный бог аваро-андийских народностей. Бечет – это сын Теоба. Некоторые сравнивают, считают его вторым Теобом, то есть это его второе лицо, вторая натура, темная натура Теоба. Мудал или Будалал – это бог охоты, бог врачевания, бог, который дарит травам, цветам силу. И когда знахари приходили собирать эти травы, они обращались к нему. У некоторых народностей Дагестана его называли Абдал. В грузинской мифологии тоже есть он, Абдал. И его считают сыном грузинской богини леса, природы, который ушел жить в северный, значит, регион Кавказа. И там его обожествляют. Он чем-то схож с тем же самым Ацха, Кернун. Может быть, если сравнить с славянской мифологией, то с Велесом. Он тоже покровитель, то есть животных, покровитель скота, которые там содержали, да, эти стада. И к Будалалу обращались, если поднимали стада в горы в весенний период, и они должны были до поздней осени там оставались, потом спускались. И просили, чтобы он брал жертву столько, сколько он считает нужным. И волки забирали овец, но немного, то есть в меру. Народ был готов, что какую-то жертву ему надо платить за то, что они находятся на его территории. Это можно перечислить без конца, это очень долго. Если я когда-нибудь сниму, например, скажем, аваро-андийскую там мифологию или пантеон, вот тогда я больше об этом вам расскажу. Но у них еще был очень сильно развит тотемизм. То есть это когда предок был родственник какого-то живого существа. Хочу, чтобы вы поняли, тотемизм это не означает, что человек рожден от медведя или волчицы. Это считается, что их предок ушел в тот мир,
в виде волчицы и появлялся в виде волчицы. По некоторым версиям, предки из мира, животного мира проявлялись, то есть вселялись в человеческую плоть, жили среди людей, оставляли потомство. И потом, уходя, уже являлись в обличии живого существа. Очень много различных версий у разных народов. Поэтому сейчас, если перечислять, это очень долго. Так вот, у андийцев очень был развит тотемизм. И, например, вот медведи, они считались родственником, родственным зверем. Тёп. Нет, не Тёп. Тёп – это верховное божество, я перепутала просто. То есть Ци, да, медведь. Обращались к медведю, обращались к фигурам медведей. Это древние очень, то есть это античность, это доисторический практически период. И если считалось, что если женщина встречает медведя в лесу, то она должна обнажить грудь, показать и сказать, что мы с тобой родные, родственники. И тогда медведь отвернется и уйдет. Не съест, не убьет ее. То есть она тем самым показывала, сравнивала себя с медведем или с медведицей, тем самым показывая свою принадлежность медвежьему роду. Вот почему гениталии медведицы, то есть половой орган медведицы, у народов Северного Кавказа хранят женщины, и они и торгуют, и продают, и сейчас можно это все купить там. Это тоже относится к магии. А магия что есть? Магия – это древняя вера. Доисламская, дохристианская вера называется магией, мудростью. По-разному называется, по-разному разные народы называют. Но они знают одно, что это какая-то тайная религия и, как бы сказать по-другому, даже не религия, тайная наука. Необъяснимая, но она есть. Бацы. Вот андийцы опасались волка. Волк считался воплощением злого духа. Но в то же самое время восхищались храбростью волка, и поэтому, когда человек такой, знаете, отчаянно сильный, когда хотели его охарактеризовать, как-то назвать, его называли Бацир Берал, да, Бацир Берал. Немножко сложный язык, поэтому не так легко говорить. Или Бацил Раки, волчий взгляд или волчье сердце. Что означало, что он из рода волков, то есть он храбрый. То есть воплощение храбрости и злости должно быть воедино. То есть храбрость без какой-то жесткости, жестокости не бывает. Иначе это совсем по-другому называется. Лису. Если человек встретил лису, значит, в скором времени на его пути появится человек хитроумный, может быть, мошенник, обманщик. И это считалось какой-то приметой. Если лиса лезла ночью в курятник, и хозяйка увидела лису, значит, в скором времени должна была опасаться то есть обманщиков, там, людей нехороших. И если после того, как лиса полезла в курятник, приходили сватать дочь, например, в эту семью, то не отдавали этим людям. То есть лиса приходила, чтобы предупредить. Цер, лиса, она предупреждала, поскольку она воплощение хитрости, коварства. Поэтому после нее люди понимали, что скоро встретят не очень добросовестных людей. То есть лиса посланница богов. Она приходит предупреждать. Она же не просто так приходит. Тюм – это орел. Орла убивать было нельзя. Считалось, что орлом становится душа, ну или парит вместе с орлом душа храбрых сынов Родины. И поэтому орла нельзя было убивать. Если орла убивали, значит, этот род мог быть проклят. И часто можно встретить, например, в домах одомашненные орлы, которые прилетают, улетают, то есть привыкают к человеку. Это значит, его нашли или птенчиком, или нашли его раненым, выходили. И вот теперь орел
приходит в дом, возвращается к этому человеку. Бисал – это туры, которые считались посланниками бога лесов. И священные животные. Одно время охота на туров считалась грехом, считалась неприемлемым. Люди, которые охотились на тура, в их семье, то есть не брали у них дочерей замуж, потому что они как бы навлекали беду на себя и на всех, кто с ними связан. То есть очень много, понимаете, таких... Даже есть Масленица, например, у них похожий праздник, Игби. Это когда провожают зиму. Точно так же жгли чучело зимы и провожали. И это считалось андийским праздником проводы зимы. Ну вот как у нас практически Масленица. Так что говорить о том, что у андийцев не было ничего, я хочу сказать этой особе. Знаешь, если ты в своей жизни ни одну книгу не открывала, это не значит, что книг не существует. Если ты не знаешь историю народа, которому принадлежишь, если ты так говоришь, это не говорит о том, что у этого народа нет истории. Что у этого народа не было древности. Ну, люди с криминальным таким складом ума, они, знаете, даже на очевидные вещи говорят нет. Как там, ничего не подписывай, все отрицай, ты ничего не знаешь, ничего не видела, я ничего не делала, как там меня заставили признаться, я отказываюсь от своих признаний, ничего не знаю, нет, нет, нет. Вот это люди с криминальным прошлым, люди, у которых не очень чистая биография, они, как вам сказать, спокойно это воспринимают, они спокойно отказываются от слов, они спокойно отрицают очевидное. То есть человек не знает это, но говорит, что этого нет, такого быть не может. Никаких богов у андийцев не было, никаких ритуалов не было, никакого язычества не было. Я вам привела несколько примеров. Для этого надо всего лишь быть просто образованным человеком. Больше ничего не надо. Да, это малоизученный, малоизвестный народ, я согласна. Поэтому, ну, в отличие от других народов, скажем, о которых мы много слышали, это точно не греческая мифология, которую знают все и преподают в школах. Это понятно. Но если ты интересуешься, если тебе это нужно, если ты хочешь узнать об этом народе побольше, ты, естественно, знаешь и мифологию этого народа, и историю этого народа, и языческий период, и все прочее. Правильно? Согласны со мной? Так что у андийцев есть доисламская культура, языческая, и очень многие традиции, обычаи остались до сих пор. Они никуда не ушли. Их соблюдают. И свадебные обряды, похоронные обряды, все что угодно. То есть как было, так и это все и осталось. Дальше. Да, единственное, что она знала, это молодец, браво, что есть обращение к Луне, не только к Луне. Есть обращение к лесным богам, есть к Солнцу обращение, есть к родникам обращение, есть к камням, к горам обращение, есть ко многим божествам обращение. Но раз уж про Луну ты знаешь, это хорошо, это похвально. Значит, не все потеряно все-таки. Но там сказано, нет у нас никаких ритуалов, только есть обращение к Луне. Одно обращение. Я тебя разочарую, но дело в том, что обращение – это и есть заговор. Это и есть ритуал, это и есть обряд. Слово «заговор», когда в конце говорят «заклинаю». Когда я задумалась, что такое «заклинать»? Кликнуть, призвать, призываю. Призвала я это сбудется. Дальше, значит, частица «не». Если кому интересно частица «не», можете набрать частица «не», ведьмина изба. Я там очень подробно объясняю и говорю. Частица «не» есть, и частица «не» работает. То есть «не» частица работает. И просто есть определенные нюансы и тонкости, где это сработает лучше, где можно произносить
частицу «не» в начале, а потом в конце закрепить немножко по-другому, чтобы смягчить это выражение. Сейчас в двух словах я не объясню. Если кому интересно, частица «не» – ведьмина изба. Набирайте и слушайте внимательно. Там все сказано. Все, что в мироздании есть, оно должно быть. Ничего не должно быть откинуто, отрынуто, выкинуто, и ничего не нужно считать вне закона. Дальше. Значит, к джиннам, шайтанам не обращаются андийцы, это все-таки демоны. Джинны, шайтаны – это не демоны. Демоны – это духи высшей иерархии. Даймоны, боги. Это греческое слово, древнее слово, уже мало используется, потом оно было в латине. Даймонес, боги. Боги средние, то есть божества, да, так правильно звучит. Диос и даймонес. Диос – это боги высшей иерархии, даймонес – боги средней иерархии. И поэтому демоны могут быть, ну, то есть нет о них там добрые демоны, злые демоны и так далее. Но есть и злые демоны, да, есть именно демоны, которые служат тому же богу зла Яхве, и они из той же черной воронки, да, царства зла, они злые даймоны, демоны, которые остались и перешли в наш язык, мы используем. Так что шайтаны и джинны – это не демоны. Джинны – это первоначальная раса, созданная до человека. Значит, открывайте «Джинны, стражники Востока», мою лекцию, и слушайте внимательно. Джинны созданы были до человека. Это определенная раса сущности. Вот как мы, люди, разных национальностей, разных религий, мужчины, женщины, старые, молодые. Вот джинны – это особая раса существ. Не людей, а духовных существ. И они жили на тех местах, где жили люди. Когда был создан человек, то джиннам, было сказано, чтобы они поклонились человеку. Джинны отказались. Они сказали, что они не будут поклоняться человеку, созданного из праха. И ушли с тех мест, где жили, обитали. Они ушли в тайные места. И один из великих демонов, вот как ты говоришь, даймоны, которого звали Иблис, он пришел к Богу Верховному. Какому именно Богу, еще большой вопрос. Собственно, есть подозрение, что после того, как боги оставили эту землю Яхве, к нему и пришел Иблис. Иблис был один из самых верных почитателей, один из верных демонов. Он пришел и сказал: я накажу людей. Дай мне волю, разреши мне наказать джиннов. И ему дали. И он пришел и начал наказывать, начал уничтожать джиннов. Он начал их рубить. И огромное количество джиннов было уничтожено Иблисом. Когда он пришел за наградой, ему было сказано, что он жесток, что он жестокосердный и что он не может находиться рядом с сынами Верховного Бога, поскольку он жесток. И он обиделся, и он ушел к тем джиннам, которых уничтожал. Он вернулся к ним, помирился с ними и стал их повелителем. Вот поэтому отсюда и Иблис, и джинны, которые поклоняются Иблису и подчиняются, он стал верховным. То есть он взял их под свое крыло и покровительство. Он увидел, что к нему несправедливо отнеслись. Его изгнали, хотя он выполнял приказ, по сути. Он солдат. Он создал свое царство джиннов, где поклоняются Иблису. Джинны делятся на несколько категорий. Джинны есть коварные продавцы, купцы, джинны есть мюриды, то есть это воины, джинны есть гулы, это те, которые нагоняют страх и ужас, они живут в темных уголках и в дорогах. Кулы вообще, они считаются страшные темные духи.
живущие в дорогах, поэтому мусульмане, когда всегда отправляются ночью куда-нибудь, они обязательно молятся, просят, чтобы гулы на них не нападали. И почему джинны выбрали мишенью именно мусульман больше, чем христиан? То есть с джиннами мусульмане чаще встречаются, потому что приходящие, то есть новая вера ислам, до этого люди приходили, приносили им подношения, приносили и благодарили их считали маленькими башками. То есть определенные джинны, которые обладали силой, они вот, ну, как бы сказать, как смотрящие данного места. И люди приносили им все время подношения, уважительно относились. После того, как пришел ислам и объявил, что джинны, которые не приняли ислам, были джинны, которые пришли к пророку Мухаммаду и приняли ислам. И такое написано, что есть джинны, которые ислам приняли, а есть те, которые придерживаются своей веры, старой. Так вот, те, которые не приняли, они посчитали принятие новой религии людьми предательством, что люди перестали их почитать, что перестали к ним обращаться, перестали к ним, то есть с ними утверждать хорошие отношения, их начали гнать, начали молитвы начитывать, всяческие амулеты, там, рисовать знаки от них и так далее. И они начали мстить именно мусульманам, потому что они все-таки стражники, они духи Востока. И поэтому именно к ним, у них вот так, с ними вот такая война, именно поэтому в Коране целая доктрина, посвященная джиннам. В отличие от христианства, ислам очень серьезно к этому относится. То есть это в христианстве молишься, никакие бесы ничего не сделают, не переживай, никакие колдуны, не волнуйся. А в исламе это очень тщательно изучается. Я несколько раз слушала некоторых шейхов ислама, и очень умные люди, кстати, начитанные люди, они так умно говорят, что можно понять многие вещи происходящие, тем более, что мое детство прошло рядом, ну, то есть со всем этим, рядом с нами мусульманское село. Я видела эти обряды, там похоронные проходили, хороните, не было женщин среди, то есть вот в этом похоронном процессе. Естественно, мне было интересно, как любознательному ребенку, почему именно так происходит, и я изучала этот вопрос. И они говорят очень умные вещи и о колдовстве, и о том, что оно очень реально, оно существует. И о джиннах. То есть, в отличие от христианства, презрительное отношение, что о них даже не стоит вообще говорить, о бесах каких-то. Ислам целую доктрину создал для того, чтобы оградить человека от джиннов. Там целая война идет между человеком и джиннами. Так что демоны, джинны, а шайтаны это злые духи. Они относятся к определенной ветви джиннов, но они с ними как бы полуродственники, скажем так, они позже появились. Джинны созданы из огня, а шайтаны это духи гиблых мест. Они больше подходят, вот если так сравнить, с анчутками. То есть вот те самые черти болотные, заболотные, когда их называют. Вы что, заболотные, что ли? То есть те, которые за болотами родились, вот духи вот этих гиблых сфер. Я услышала такую фразу, когда я сказала, что на кладбище, то есть я проводила, объясняла, да, или на кладбище я проводила ритуал, сейчас не помню, откуда эта фраза, мне просто передали это все, и пока помню, скажу. И проходит женщина с коляской через это кладбище, Бутовское кладбище, как проходной двор. Они сидят там, отдыхают, дети катаются на этих, значит, велосипедах, не знаю, на самокатах. Вот. И я говорю, что очень плохо беременной женщине, кормящей матери, ребенку, вот вообще это кладбищенское, знаете, через кладбище проходить. Кладбище – это портал, соединяющий мир мертвых с миром людей. Это портал, понимаете? Вот про порталы я чуть позже еще поговорю, объясню. Двери в потусторонний мир. И оттуда фонит эта энергия. Ведь на кладбище от хорошей жизни же туда не пошли. Редко кто от старости умер. Да, пришло время, ушел человек. Но там есть убийства, повешенные. Есть человек, который пил себя, извел и в конце концов умер. Есть люди, которых, не знаю, там лечили и долечили до этого состояния. Есть кто погиб в аварии. То есть это же не хорошая энергия, правда, веселая, радостная, чтобы там с детьми гулять.
Вообще запрещено беременной женщине ходить на кладбище, тем более ходить на похороны. Считалось, что может быть подселение, и ребенок родится уже нехороший, ненормальный. Кормящей матери нельзя, что и молоко может испортиться, и потом в итоге она не сможет кормить своего ребенка. Она лишится каких-то там полезных там ингредиентов или что там, ну, в общем, полезной составляющей молоко. Кладбище – это такое место, знаете, вот здесь я вижу противоречие. То на кладбище вообще нельзя людям заходить, то человек говорит: а кто сказал, что на кладбище детям нельзя? Вот у нас есть такие праздники, Уразай-Байрам, когда дети приходят на кладбище, и там им раздают конфеты. Я первый раз такую тупость вообще слышу, чтобы на кладбище специально дети приходили, особенно мусульманское кладбище. Там вообще вход детям и женщинам запрещен, если уж, ну, то есть, если мы говорим про шариат, да, это исламский свод законов. Там вообще запрещено зайти женщине, тем более детям. Первый раз в жизни я такой, то есть, я так поняла, что у этих людей вот одна задача. Если я так сказала, значит, надо наоборот. Значит, у нас на Уразу приходят дети на кладбище, собирают конфеты. Серьезно? Вам надо к психиатру, конечно, но эту тупость не надо нести. Не надо смешить людей. Кладбище – опасное место, и не стоит там гулять, ходить. На кладбище приходят в определенные дни. На кладбище приходят практики работать, если у них есть дела. Если вас отправили на кладбище что-либо делать, сейчас мы до этого доберемся, тогда идете, соблюдая все меры предосторожности и все, что вам сказано. И, то есть, в определенные дни, чтобы помнить там об ушедших или очистить, покрасить ограду и так далее. То есть, по делу души людей, находящихся там, они должны видеть, что вы пришли по делу, а не ерундой заниматься, бродить, не знаю, с детьми гулять. Это не место для прогулок. Там фонит, и там открытый портал с потусторонним миром. Неизвестно, что ты подцепишь, если ты просто там гуляешь. Были люди, которые любили ходить и гулять по кладбищу. И закончили свою жизнь в дурке. Все время ходили, им нравилась тишина, приятно сидят, читают там. И какие-то странные становились. Дальше все больше. Понимаете, когда ты идешь по кладбищу и обращаешь внимание на эти надписи, на лица, ты начинаешь проявлять к ним интерес. Они начинают проявлять интерес к тебе. Помните, да, выражение: если ты вглядываешься в бездну, то бездна вглядывается в тебя. Вы проявляете интерес к ним, они начинают проявлять интерес к вам. Они хотят через вас что-то передать. Вы связь с этим миром. Вы живые люди. Следовательно, вы живете на той земле, где их родные, близкие. А они тоже были бывшие люди. Их души скучают по ним, тоскуют. И они могут через вас начать приходить к вам во сне, что-то сказать. Если вы еще подцепите кого-то из них, они могут ходить по дому. Зачем это нужно? И, естественно, я правильно сказала, с детьми не гуляют. Там вообще там не место для прогулок. Там нужно по необходимости ходить, а не когда хочется. Далее. Сказано было следующее, что они, вот это вот сборище умных женщин, всегда умиляет, знаете, когда люди вообще никто, вот в какой-либо профессии или в каком-либо вопросе люди, которые вообще далеки от этого всего, сидят, об этом обсуждают. По-моему, Виктор Гюго сказал, да, что завистливые люди обсуждают тех, до кого им никогда не дойти, и то, о чем они представления не имеют. Вот реально смотришь, слушаешь это все, человек говорит: у андийцев, у дагестанских народов никогда не было никаких богов, никаких ритуалов у нас нету, ничего нет. И просто волосы становятся дыбом. У каждого народа на земле было язычество, языческий период. У них у всех были боги, было многобожье, у них у всех было поклонение духам, силам. И все эти свадебные похоронные традиции взяты оттуда, и до сих пор это все живет. У кого-то больше осталось, у кого-то меньше, но оно есть. И вот так вот заявлять смело, что у нас это, знаете, напоминает, в Советском Союзе секса нету. Знаменитая фраза, реально. Если у тебя нет, это не значит, что в Советском Союзе нет. Понимаете? Вот то же самое. Нет у нас никаких богов, заявляю. Значит, это вот сборище говорит следующее, что они никогда не встречали
ни один канал, где нашли бы вот столько работ различных, посвященные различным народам, ритуалам, что вот я единственная, кто столько все это дает и создает. Они говорят это в укор, не понимая, что они тем самым мне сделали комплимент. Вы правы. Такого канала больше нету. И не найдете. Так что в этом я... Вот это вот тот вопрос, где я спорить не буду. Не знаю, к чему это было сказано. Это было сказано как-то в укор, что вот нигде нету такого канала, как у нее. Но вы попали в точку. Продолжаем. Значит, заброшенные каналы они увидели. Заброшенные каналы. Конечно, цифры, которые они стреляют, это смешно даже смотреть. Вот столько каналов заброшенных, чушь собачья. Но несколько каналов заброшенные, да, есть, это правильно. Однако на Ютубе больше 680 с чем-то каналов. Это я нажимаю, и там выходят все эти каналы. Как-то она вычисляется. Сейчас забыла даже, как это надо делать. Ну, одно время нажимала и выходила. Это первое. Во-вторых, есть каналы на других ресурсах. Есть каналы в Рутубе. Причем несколько. Одним словом, их огромное количество. Несколько тысяч, наверное. Если несколько каналов забросили, в этом трагедии нет. Просто были люди, которые создали ради денег. Когда рекламу перестали пускать, они забросили этот канал. И поступили очень глупо. Объясню почему. Потому что то время, пока рекламы нет, можно этот канал развивать. И как только будет возможно, как только разрешат, я сейчас даже видела, что некоторые в обход как-то это делают, эту рекламу. Они просто могли бы потом подключить. Но они не захотели. Но если не захотел человек, оставил, ну и пускай. Я же не хожу за всеми, я не обязана. Я дала добро, я разрешила создать канал. Только сказала свои условия. Внизу не пишите текст, только дайте ссылку текста, например, на сайте. Можете набрать, найти и дать ссылку. Закройте комментарий, чтобы там никто от моего имени ничего не отвечал, никому не путал людей. И напишите мои данные, напишите, что это дочерний канал. Все. А для творчества вам свобода. Можете клипы красивые создать, именно касаемо работы. Но вперемешку со своими днями рождения и мой канал, и продаю мыло, свечи и так далее, я не позволяю. Такие каналы я сама закрываю. Все. И сейчас можете взять и создать, кто хочет. Это вам нужно. Это было сделано тогда, когда были атаки на мой канал. И когда уже создали много дочерних каналов, те, которые хотели убрать мой канал, поняли, что смысла нет. Потому что на дочерних каналах все эти работы есть. Какой смысл? Ну, это удалим, а там же все равно останется. Вы же все 600 каналов не сможете удалить. Вот о чем речь. Дальше. На могильный камень от опасного врага. Очень сильно обсуждают этот ритуал. Конечно, у меня много таких ритуалов. Опасно, очень опасно куда-то идти, какую-то могилу, кладбище. Нельзя. Согласна. Поэтому я 100 раз говорила, что только после того, как вы некоторое время побыли на моем канале, провели работы, поняли, как это все работает, после того, как вы познакомились поближе с моими работами, со мной, после того, как вы уже начали доверять мне и поняли, что я тот человек, который вам ничего вредного, ничего плохого не даст, вот только тогда берите и делайте подобные ритуалы. У меня аж прям цветные шонги летают. Красный такой бордовый прошелся, видели? Так что да, но об этом было сказано уже миллион раз. Не берите все на веру, не берите сомнительные работы где-либо. Любой ритуал, будь то хождение на кладбище или куда, если вы не уверены, если вы не знаете этого человека, если вы не знаете этого мастера, никогда не рискуйте, не берите, не делайте никакие подобные ритуалы. Только тогда, когда вы некоторое время побыли, увидели все эти работы,
И как человек вам советует, так и делайте. И ничего плохого с вами не случится. Почему? Потому что я знаю, что я даю и для чего. Потому что моя работа проверена, потому что множество людей брали мои работы, делали, и кроме хорошего ничего плохого с ними не случилось. Вот поэтому, если вы мне верите, значит делайте. Если есть сомнения, пока не делайте ничего. Все просто, предельно ясно. Ничего не принимайте на веру. Даже меня. Проверяйте, смотрите, делайте, слушайте, смотрите, как у других получилось. Только потом делайте такие сильные работы. Теперь, откупаться серебром или золотом. Да, если есть ритуалы, в которых нужно откупаться серебром или золотом, нужно откупаться. Так надо, чтобы отдать и закрыть. Закрыть этот портал. Каждый ритуал – это портал. Когда вы что-то просите, говорите, вы открываете этот портал, оттуда приходит сила, она вас слышит и помогает. И этот портал с вами вместе ходит, пока вы не откупились, если там нужен откуп. Поэтому я иногда говорю, здесь не надо откупаться, здесь они возьмут вот эту энергию радости. Вы порадовались, что у вас там получилось, с документами все сделали. Перед этим, предположим, прочитали там Кайрос, подарить счастливый случай. Вот вы начитали, и у вас получилось. Вы получили права или документы, а вот было препятствие, что вы можете не получить. Так? Так. Вот вы порадовались, и вот эту энергию радости отдали. Все. Они взяли свой откуп, портал закрылся, ушли. Они с вами, они еще раз придут. Но смотря какой ритуал. Есть ритуалы, в которых просят покровительства на весь год. Есть защитные ритуалы. Этот портал с вами рядом все время. Вот представьте, сколько вы сделали работ, столько порталов, столько дверей, столько энергетических зон вокруг вас открыто. И оно все вас оберегает, помогает, и вы находитесь под покровительством этих сил, кого призвали. Но если есть ритуал, в котором, ну, например, преследует враг, вы боитесь, опасаетесь. Ну, например, хотят вас в тюрьму посадить, вы боитесь, опасаетесь. Взяли, начитали, и не получилось у них. Дело закрыли, отправили в архив, вас оставили в покое. Этот портал еще стоит рядом с вами, потому что вы попросили и получили. И вы должны что-то отдать, откупиться, чтобы он закрылся и ушел. Потому что вам же не каждый день нужно от тюрьмы читать. Вы читали тогда, когда была опасность. Вот вы отдаете что-то, откупаетесь, как там сказано. Оно закрылось и ушло. Все. Вот о чем речь. Вы должны попрощаться с этой силой, благодарить и закрыть, то есть отсечь эту связь, если оно нужно отсекать, смотря где. Так вот, золото и серебро или что-то еще, если нужно отдавать, значит, нужно отдавать. Никто ведь, скажем, дуло пистолета не держит над черепом и не говорит «отдай». Тебе объясняют, что ты должен это делать. Я не знаю этих людей, кто взял мою работу, сделал, у него получилось. Молодец. Я же не знаю, я же не звоню, я же депеши не отправляю. А откуп не забыли, а то у вас получилось, а вы не сказали. Нет. Просто в следующий раз, когда у них опять будет беда, и они снова обратятся к этой силе, может быть, она поможет, а может, нет. Это уже на их усмотрение. Они сами решат, надо им помогать второй раз тебе или нет. Теперь, почему я говорю золото? Есть вещи, в которых золотой металл нужно отдавать. Есть откупы, в которых нужно отдавать все, что ты хочешь, все, что у тебя есть возможность, на алтарь ведьме, для того, чтобы этими предметами потом пользоваться в ритуалах. Есть заговоры, в которых камни нужно отправить, отдать, откупиться. Есть ритуалы, в которых нужно отдать серебро. Даже цепочка серебряная. И такие есть ритуалы. Но объяснять вам, не понимающим в этом ничего, вам, которые настроены лишь бы гавкнуть, не думая, о чем это, почему и зачем, я ничего не обязана и не должна. И еще раз повторюсь, не ваше собачье дело, почему я так назначаю. Я считаю нужным, я это знаю.
Я этим занимаюсь, я это знаю с малых лет. С малых лет, еще со школьной скамьи у меня были вот эти все тетради, в которых я писала какие-то заговоры, что-то еще. У нас дома, когда уже был очередной скандал по поводу того, что оставь это дело, тебе это не надо. У меня сестра все-таки сказала матери, что ну, может быть, это ее дорога, может, она этим будет жить, может, это, это ее, ну, оставь ее в покое, может, это уже, как бы никуда не деться, может, это и дано. И от меня отстали. Так вот, здесь приводится, точнее, разговор о том, что вот вы отдаете, она уносит в ломбард эти золотые вещи. Значит, первое. Когда человек получил результат от моей работы и откупился, отдал в денежном эквиваленте, подарок подарил, не знаю, что там, кольцо мне отправил, золотом откупился. Это уже мое. Что я с этим сделаю, кому-то подарю или на улице оставлю, этого человека это не должно волновать. Он мне отдал. Он расплатился, он поблагодарил. Это первое. Во-вторых, что касается ломбарда. Я первый противник, чтобы что-либо человек относил в ломбард. Объясню почему. Если вы что-то относите, следом начинайте относить дальше. Всегда, вот до последнего делайте все, чтобы лучше в долг взять деньги, потом отдать, чем отнести что-либо в ломбард. И любой человек, который носил в ломбард, вам скажет, что это не решает проблему. Если ты что-то отдаешь в ломбард, то потом через некоторое время опять что-то относишь. Это как воронка. Ты открываешь воронку, и все твое имущество идет туда. Поэтому я очень большой противник ломбарда. У меня нет такой нужды, чтобы идти в ломбард отдавать, чтобы оттуда мне деньги дали, потому что я не нуждаюсь. Я работаю очень много, и я живу в достатке. Я не богатый человек, но я живу в достатке. У меня нет нужды что-то относить в ломбард. Это первое. Если мне вещь не понравится, или я это не буду носить, я могу его переплавить. Это все, что я могу делать и сделаю, и делала несколько раз. И все. Но, в принципе, за последние годы, какие мне отправляли замечательные подарки, но это было бы большой глупостью их как лом отнести туда, отдать в ломбард или переплавить. Они у меня. И они очень красивые, редкие вещи. Это, понимаете, из разных стран отправленные украшения, разных мастеров. Иногда я их, когда ношу, мне говорят, ой, это красиво, это где вообще, здесь такого нету. Я говорю, это мне отправили. Вот у меня есть бразильский там аметист и белое золото. Это такой темный аметист, такой можно видеть только на коронованных особах, у них на этих диадемах. Но это дорогой бразильский аметист, он редкий. И мне отправили. И как вы думаете, я должна отнести это в ломбард? Серьезно? И отдать, как лом. Ну какой дурак это сделает, если она стоит целое состояние? Не несите чушь, пожалуйста. Вы несете абсолютную тупость и ересь. Далее. Все те подарки, которые мне отправляют, золотые или серебряные, в редких случаях, когда есть откуп, например, 3 духом или еще что-то, или там, если, например, купили жилье, имущество, есть там золотая и серебряная вещь, мне отправляется, да, это откуп. Но те дары, которые вы видите, это просто благодарность. Не будут люди такие дорогие подарки отправлять в пустоту. Вот мне ничего не помогло, но я купила хороший подарок и отправила. Зачем им это надо? Тем более, что я их не знаю. Сами подумайте логически. Я не знаю этих людей. Они просто зрители. Ну откуда я узнаю, она сделала мой ритуал или нет? Но она-то знает, и она хочет поблагодарить. Это нормально, это архетип называется. Я даю им помощь, а человек хочет что-то взамен сделать приятное. В конце концов, людям нравится на мне видеть свои подарки. И напомню, великий Шатар Руставели сказал, твое не то, что у тебя, твое то, что ты подарил. Почему так сказал? Потому что когда все время проходишь,
И говоришь, вот этот человек мне подарил, вот это мой зритель подарил, вот это тот зритель. Это мы говорим об этом человеке все время, что это его подарок, это ему принадлежит, по сути. Оно у тебя находится, но это его вещь. И его имя закреплено за этой вещью. Вот его вещь, понимаете? Все, что у него есть, после него уйдет детям, еще куда-то, забудется, откуда это пришло. А то, что у тебя дома подарок от этого человека, все скажут и спросят, из поколения в поколение останется, это подарок от такой-то женщины. Понимаете? Вот поэтому то, что ты даришь, оно твое. И это не только в материальном плане. Ты пишешь книгу, даришь миру книгу. Остается и носит твое имя, твое авторство. Ты ритуалы даришь, это твое авторство, твое имя закреплено. Ты можешь не дарить. Ты можешь тайно продать. Ты можешь этими работами работать, помогать и брать за это деньги. Но никто не будет знать, что есть такой ритуал. А ты даришь. И когда люди берут и делают через 10 лет, 20 лет, через 50 лет, они говорят, это ритуал Хосроевой. Очень помогает и очень сильно. Берите, сделайте. Видите, постоянно твое имя говорят. То есть то, что ты дала миру, вот оно твое. Об этом будут говорить и показывать. Певец дарит свой голос, свои концерты, выступления. Когда включают, слушают и говорят, что вот ее голос. Ее, может, уже и нет на этом свете, но голос ее она подарила, оставила этому миру. То есть об этом можно долго говорить. Дальше. Ну, люди, которые ничего не делали этому миру и людям, они очень легко рассуждают о том, почему ты ценишь свой труд. Даже таким мизерным способом ценишь свой труд. Ну, а что сказать? Вы же не давали никому ничего. Вы ничего не дарили, вы не отдавали свою энергию, жизнь, силу, время, здоровье, чтобы кому-то помочь. Конечно, вам легко рассуждать. А почему я ценю свой труд? Интересно. Девки пляшут. Так. О том, что на кладбище никто ходить не должен. Странно. Данная баба сказала, что дети приходят на Ураза-Байрам на кладбище. Конфеты им раздают там. Странно, что они могут туда ходить, а по моим ритуалам люди ходить не могут. Определиться надо, где можно, где нельзя. Путаются в показаниях лживые существа. Итак, кладбище – это мир мертвых. Просто так от балды туда ходить нельзя. Именно поэтому в моем ритуале, в любом ритуале, если нужно ходить на кладбище, их очень мало, потому что основные работы нужно делать вне кладбища обычному человеку. Но если есть такая надобность, то там сказано, как идти, соблюдая все предосторожности. К слову, к хозяину кладбища обращаться. Если бы нужно было в этом ритуале обращаться к хозяину кладбища, я бы сказала, к хозяину кладбища в основном обращаются практики. Обычному человеку нечего лезть в эту сферу. Если будет такая необходимость, я об этом скажу. Пока что я даю такие ритуалы, в которых это не нужно. И тот откуп, который они оставляют безмолвно, оно и так хозяину кладбища. Это не, знаете, кожно-венерический диспансер, в котором нельзя ходить, иначе это не заразное место. Кладбище – это место, где ушедшие нашли покой. Точнее, их тела. Одна часть их душ еще пока там, другая часть уже ушла, и можно их призвать туда по необходимости, смотря кто вызывает. Но кладбище – это не заразное место, что нельзя ни в коем случае даже заходить. Это все просто так ходить там нельзя. Наказуемо. Просто так ерундой заниматься нельзя, согласна. Но если там есть полная инструкция, объяснение, как и что надо делать, и как надо идти, то можно идти после,
соблюдая все эти вот меры предосторожности. Так что не заразно это место. Правильно идешь, делаешь все, как тебе сказали, делаешь и от этой проблемы избавляешься. Но там тоже сказано, что не всем это можно делать. И людям, которые давно на моем канале, только они могут трогать такие работы. Нельзя приносить сырое мясо, там оставлять утку, потому что люди же сырое мясо не ели. А что там надо тащить? Борщи, может быть, или жареную картошку. Значит, сырое мясо, иногда кровь. Иногда кутю варят, если это христианское кладбище, если в ритуале это нужно, есть необходимость. Но это очень опасно. Кутю просто так варить нельзя, поэтому это тоже не трогайте. Блины, яблоки и так далее. Спиртное отдает энергию. Им нужна энергия. Они не люди уже. Они души. Они ушедшие. Они не будут сидеть, чашку, ложку доставать и кушать, и жарить, и салфетки брать в руки. Понимаете? Это такая тупость и ересь. Детский сад. Как одна дура сказала, если вы там отнесете цветы какому-то мертвому, а если этот мертвый при жизни эти цветы не любил, он может вас наказать. Когда они уходят в определенный мир. Там свои законы, свои правила. Они уже не наши близкие родные. Это их души. В потустороннем мире души питаются по-другому. В потустороннем мире питаются они по-иному. Там иные законы и каноны. Не надо переносить в наш обычный мир то, что происходит по ту сторону нашей жизни. Поэтому эту тупость даже обсуждать нечего. Приносят то, что источает энергию, а не то, что они будут кушать. Дальше. Ну, там сочиненные предсказания, которые у них сбылись. И как назло, именно вот те ролики как раз удалили, в которых их предсказания были сказаны. Так странно. Сколько бы ни удаляли их каналы или ролики, все эти ролики они перезагружают. А вот именно эти не нашли, чтобы перезагрузить и доказать, что такие предсказания были. Предсказатели сплошные собраны, понимаете, прям с ума может сойти от их предсказаний. Дальше идет, ну просто, я даже не знаю, как называть. Взрыв мозга, наверное, да. Объясняют нам, что такое эгрегоры в магии. Значит, особа, которая была очень религиозна настолько, что даже сестру не выдавали за христианина, заставили поменять веру. Вот это очень религиозные люди. Вдруг переобулась и сказала, что я не очень религиозна, если честно. Ничего не поняли мы. Значит, я очень религиозная, я верю, только Аллах существует. Теперь, вообще, если честно, я не религиозная. То есть, когда было сказано, что это лицемерие, религиозный человек магией заниматься не может, она решила, что теперь надо сказать, что она не религиозна. Замечательно. Гениально. Ой, с ума сойти. Хорошо. Слушаем внимательно. Нарисовала какую-то схему. Это вообще... Это надо быть гением математики, чтобы это понять, поэтому я извиняюсь. Это такой бред. Я не... позвольте вообще мне вот эту бредятину не комментировать. Я вот все, что могу оттуда вытащить, несколько фраз, это я объясню. Остальное это надо только к психиатру. Значит, нарисованы какие-то облака, на них написано христианство, ислам, еще что-то. Внизу люди, идут стрелки наверх.
Ну, как всегда, если не поняли, значит, вы дураки. Умные люди поймут. Дословно цитирую. Христианский эгрегор, он большой, потому что много людей верят. Исламский эгрегор, он маленький, потому что меньше людей верят. Наверху стоит исламский эгрегор. Снизу проходим, мы через эгрегор обходим, поднимаемся, занимаемся магией, но не трогаем эгрегор, обходим эгрегор, через эгрегор мы это делаем. Поэтому любой верующий человек может заниматься магией, но в обход эгрегору. Мы же не касаемся эгрегора, поэтому мы можем, обходя эгрегор, заниматься магией. Вы что-нибудь поняли? Это все равно, что сказать, я могу шалавиться, обходя мужа, не трогая его, обходя через его дорогу. Ну, то есть я замужем, конечно, мне нельзя этого делать, но если обходить его, через его спину вот так пройти, его не касаясь, можно идти к другому мужику. Так, дорогие друзья, я не знаю, как это объяснить, потому что здесь надо быть гением. А я им не являюсь, извиняйте. Единственное, что скажу, этот бред собачий придумано для того, чтобы объяснить, почему человек, называя себя верующей, занимается магией. Она нашла гениальный выход. Надо сказать, что я прохожу через эгрегор. Еще раз говорю. Если ты занимаешься магией, ты не можешь быть ни мусульманкой, ни христианкой. Если ты просто обращаешься к силам магии, можешь обращаться, но к некоторым силам, не ко всем, потому что твоя религиозная доктрина запрещает тебе. Что мы еще говорим? Я даже вот не знаю, что еще сказать. Исламский эгрегор маленький, а это большой. Не от того, маленький или большой зависит, а от того, насколько он силен. Насколько его влияние сильное. Насколько оно богато и материально, и духовно. Есть сила. Эгрегор – это сила в переводе. Сила христианства. У него есть свои правила. Если ты соблюдаешь эти правила, ты находишься под защитой этой силы. Если не соблюдаешь нейтрально, значит, она тебя не защищает. Или через раз, если там обращаешься для чего-то, может защитить, но так, слабо. Есть исламская сила. Если ты находишься под этой силой, ты должна соблюдать все законы. Только тогда ты имеешь право просить защиту этой силы. Если ты не соблюдаешь, значит, ты не находишься под этой силой. Все. Есть сила язычества. Она более демократична. Она не обязывает человека жертвовать собой, еще что-то, но есть законы совести, законы морали, которые и есть внутренний голос человека, это и есть законы язычества. Если ты их соблюдаешь, значит, боги к тебе милостивы. Если ты благодаришь, если ты приходишь, приносишь им уваж, это называется, например, в определенные праздники. Ну, это не обязательно, но желательно. Чем чаще ты это делаешь, тем сильнее твоя связь с этими богами. Тогда они тебя слышат и помогают. Или ты иногда приходишь, когда тебе нужна помощь, они тебя слышат и помогают, но ты не находишься под их эгрегором. Значит, тут сказано, что надо подключаться к эгрегорам через стихии. Делать подключку к эгрегорам через стихии, и тогда вот через стихии можно... Я извиняюсь, правда, я не знаю, что это за бред, поэтому я не знаю, что объяснить можно эту бредятину. Я так понимаю, что человек просто набор слов накидали ей, нарисовали какую-то схему и сказали, иди позорься. И вот она и пошла и позориться. Объясните, пожалуйста, кто-нибудь этой женщине, что такое стихии. Постоянно говорят, стихии, надо через стихии обращаться, стихии помогут, почему туда, можно стихии. Стихии – это огонь, вода, воздух, земля. Есть пятый элемент, пятая стихия, эфир называется.
Туда входит время, пространство. Именно этот пятый элемент использовали в алхимии, в своих изобретениях алхимики испокон веков. Это не признанный элемент, но это существующий элемент, который, то есть, его признают только люди, у которых мистический склад ума и прочие там представители таких профессий. Вот это стихи. Я не понимаю, что значит подключку надо делать к эгрегорам, обходя эгрегор исламский, который висит наверху, самый маленький сверху вот на нас смотрит, через стихи. Вы можете это понять? Я не понимаю. Если бы я понимала, и как там, вы знаете, что это такое? Если бы мы знали, что это такое, то мы бы сказали, что это, но это не масло масляное, сны и сновидения. Могут быть сны без сновидений, не могут быть сновидения без сна. Ну, и я не знаю, что это такое. Оборвал. Вот так. Она пытается объяснить арабскую магию. Из религии, говорит, взято только письмена. Я тебя разочарую. Письмена не относятся к религии. Письмена относятся к литературной культуре каждого народа, каждой нации. Это литература. То есть это... И этой письменностью пользуются все. И Коран пишут им, и письмо, и любовное письмо, и песни пишут, и заговоры пишут. Это все равно, как сказать, русской магии взяли только буквы. Сейчас буквы относятся к литературной культуре каждого народа. Причем здесь это не из магии взяли письмена. Дальше. Я могу работать по Таро, если я не подключаюсь к эгрегору. Вы что-нибудь поняли? Я могу работать по Таро, но только без подключки эгрегора религии. Короче, если ты религиозна, ты не имеешь права работать в магии, вообще лезть в магию. Если не религиозна, тогда ты признаешь многих богов. Ты не признаешь их, ты говоришь, что их не существует, это все ерунда, это все смешно. Ты говоришь о перерождении, которое в исламе не, то есть не принимается никак. Определись, пожалуйста, ты через какие подключки, ты куда ты поднимаешься, через стихии я могу подключаться и работать. Да мы со стихиями все время работаем, если у нас ритуал, в основном стихия огня присутствует, это свечи. Если мы камни туда кладем на алтарь, это стихия земли, потому что камни относятся к стихии земли, то есть это кости земли называются, они носители энергии мироздания земли, вулканов, гор и так далее. Что еще? Если с водой на воду читаем, умываемся, мы работаем в стихии воды. А воздух стихия, он всегда находится с нами, и это пространство. А время, эфир, это когда соблюдаем время, там, например, ночью надо делать с такого-то времени по такое, это мы работаем в стихии эфира, то есть времени. В это время лучше получается, там открытый портал. О чем этот человек? Она хоть понятия имеет, что такое вообще стихи. Постоянно одно и то же. К стихиям надо через стихи. Да вот они, стихи-то. Что за через стихи подключаемся, обходим эгрегор и подключаемся. К чему мы подключаемся? Брюки превращаются в элегантные шорты. Только куда мы подключаемся? Какой бред сумасшедшего, я в жизни такой не слышала. Дальше. Статуи не нужны. Почему они нужны? Они же посредники. Мы без посредников обращаемся к богам. Алтари, зачем они нужны? Надо через стихии обращаться. Итак, друзья мои. Статуи, они не посредники. Вот смотрите, для чего люди идут, совершают хадж, да, паломничество. Или для чего совершают паломничество по святым местам, своей религии. Или почему люди идут к капище богов. Вот есть место силы. И тысячелетиями люди стекаются туда. Приходят, просят, молятся, или там читают благословение, благодарение богам, смотря к какой религии, к какой культуре оно относится. Это портал, это двери между материальным и духовным миром. Почему люди едут по местам силы?
Оттуда стекается определенная энергия, которая меняет мировоззрение да, человека. Почему люди идут к местам силы, успокаиваются? Вот, например, в Армении Караунч, Зорацкарер переводится, значит, могущественные камни. Во времена Советского Союза туда приезжали наши генсеки. Даже сказано было, что Брежнев приезжал, после этого он очень хорошо себя чувствовал и все время стремился туда ездить. Там нельзя оставаться долго. Это избыток энергии, их называют вибрации, как хотите. Это портал, это дверь из материального мира в духовный. Там по-другому все кажется. Там идет некая энергия, информационное поле. После Караунджа люди начинали писать стихи, писать картины. У них менялось все внутри. Исцеляется человек. Люди почему идут в монастырь, например, если им плохо? Они там ищут утешение. Намоленное место называется. Там все время просят. Неважно, как мы воспринимаем. Но тысячелетиями люди шли туда, они отдали часть своей энергии. Это энергетически насыщенное место. Человеку не хватает силы жизни, у него депрессия, жить не хочется. Он приходит в эти места, ему легче становится, у него новые мысли появляются. Он начинает понимать, что ему надо делать, чего. Наш президент все время ездит на Валаам, ездит на Алтай. Думаете, почему? Есть определенные места силы, которые помогают принять решения, которые открывают такие... Знаете, наше подсознание, оно очень закрыто. И время от времени нам нужна перегрузка, перезагрузка. Нам нужно остановиться, подумать. Нам нужно уединиться, чтобы мысли привести в порядок, мы говорим, чтобы дальше жить, чтобы жить хотелось. Иначе мы, только работая, делая, мы остановимся, и все. Это будет наше, как бы сказать, торможение. Дальше мы не будем развиваться. Но у нас нет возможности постоянно ездить по таким местам силы. Все время выходить на природу, ездить на капище богов, которые уже остались как руины. Правда? И мы дома создаем вот этот мини-храм, алтарь, понимаете? Мы дома открываем этот портал. Ставим статуи, как, например, в капище богов, чуры. Мы показываем этому божеству, этой силе, свое уважение. Делаем там ритуалы. Со временем оно усиливается. Открывается вот эта дверь, потусторонний мир. Наша дверь между нашим миром и духовным миром. Почему есть дома, например, дома ведьм, в которых не все могут жить? Потому что там двери в потусторонний мир. Человек там жил, общался с этими духами, ушел, дом хотят продать. И никто не может там жить. Они не знают, как дружить с этими духами. Если бы знали, они бы жили припеваючи там, потому что эти силы охраняют этот дом и этого человека. Но они с ними конфликтуют, они начинают начитывать, батюшку приглашать, тем самым еще больше злят, понимаете? Есть нехорошие квартиры, там тоже портал в потусторонний мир, только там портал в злой мир, оттуда просачиваются злые духи, понимаете? Алтарь – это создание некого портала, открытие неких врат, через которые тебя быстро слышат. Почему на перекрестке оставлять? Потому что там находятся духи, темные духи. Они сразу берут этот откуп, слышат тебя, помогают. Почему оставляется у дерева? Потому что дерево корнями уходит в мир мертвых, там так считается, то есть в темный мир. А ветви поднимаются в светлый мир. Это из древних поверий. И на дереве, на этих... Забыла, представляете, слово. На ветках деревьев живут духи. И ты приносишь откуп, и сразу уходит потусторонний мир. Река считается межу, то есть это граница миров. И когда ты реке что-то говоришь, она уносит мир духов, и тебя слышат быстро. Почему нужно было некоторые заговоры говорить в поле, кричать? Некоторые заговоры надо было говорить реке, откупиться и так далее. То есть вот это порталы, открытые места, места силы. Болото тоже место силы, только место злой силы. Там рождаются злые духи. У нас мир полон порталов.
И чтобы ночью не ходить там, просить к реке или в поле кричать, ты создаешь свой алтарь, свое место силы в доме. И со временем мы говорим, вы знаете, вот мне говорят, я сначала создала это все, просила, делала несколько раз, пока получалось. Теперь я просто подхожу, ставлю кофе, благовоние. Я еще не успела даже подумать или сказать, уже звонят и мне, вы знаете, ваш вопрос решился. Почему? А потому что уже вы открыли эти двери, понимаете? Это вот, как вам сказать, вот стена, вы идете, бьетесь в эту стену, там стучите оттуда, говорят, что надо? А помогите, пожалуйста, вот у меня такая проблема. Хорошо. А вы бьетесь в эту стену, и вы практически разрушили, сделали там такое окно. И теперь вы приходите, стучите в окно, тут же открыли, что надо. А помогите, хорошо. Вот это и есть портал. Вы открываете уже эту дверь, и вот это вот место, которое вы создали, вот это, как вам сказать, мини-место такое паломничество, такое место силы в вашем доме. Вы подходите, и сразу же вашу просьбу оттуда слышат духи и тут же исполняют. Но для этого надо работать. Надо некоторое время усиливать, делать, приносить, подносить, благодарить. А потом уже вы будете под защитой. И вы всю жизнь будете удачливый человек. Кому не хочется быть удачливым человеком? Поднимите руки. Кто хочет быть неудачником? Кто хочет бедно жить? Кто хочет болеть без конца? Кто хочет, чтобы враги были? Кто хочет сидеть в тюрьмах? Кто хочет, чтобы его преследовали? Я не знаю таких людей. Может, есть такие сумасшедшие люди, но я пока их не видела. А кто хочет жить хорошо? Кто хочет золото покупать, в мехах ходить, кто хочет машину купить, кто хочет в своем доме жить, кто хочет, чтобы дети хорошее образование получили, были счастливчиками по жизни, получили там хорошую работу, карьерный рост. Кто хочет? Поднимите руки. А для этого нужно создать свой портал, свои двери в мир потусторонний, где ты откроешь и тебя слышат. Это ваши просьбы, мольба, это ваши подношения, это ваши алтари. Это и есть ваш маленький мир. И вам не нужно для этого ездить в Иерусалим или в Мекку. Вот она, ваш мир. Прямая ваша дверь с миром духов. Открыли, попросили, они вас услышали. Что здесь плохого, что здесь непонятного? Так что это не ваши посредники. Вот этот АРН, я его очень люблю, я с ним разговариваю. Это мой один из любимых моих вот помощников. Но мне помогает не глина и кожа и мех и шкура. Мне помогает тот, кто внутри него поселился и сидит. И он меня слышит. Мне становится легче. Я прихожу, разговариваю. Энергообмен происходит, забирают вот боль души, забирают мою боль, забирают мои страхи. Я могу попросить, и приходит определенный сон. Кстати, кое-что видела на днях, потом сниму, скажу, к чему это, пока немножко рано. Мой весь дом портал. Потому что здесь, вот эта моя армия духов, они давно уже открыли эти ворота в потусторонний мир. И вы видите эти все сверкающие шонги, как они проходят постоянно. Вот, я вам объяснила, к чему эти статуи. И что мы не статуи, там к статуям просим. Статуя разбилась, надо выкинуть, другую купить. Мы не к ним идем. Мы берем эти предметы, усиливаем, привязываем их. Это предметы-посредники, через которые приходят духи в наш мир. Итак, дальше. Значит, можно обойти религию и брать Таро, а потом можно через стихи восстанавливать и возвращаться к религии. Простите, я этот бред сумасшедшего комментировать не буду. Я не знаю, что это означает. Мне кажется, она сама не знает, что это означает, лишь бы ляпнуть. Что-то там написала очень умудренное, очень сильное, и внизу такая же толпа дебилов. О, да, это прекрасно, это гениально. Это замечательно сказано, как умно, как интересно, как гениально, как логически, как необычно, как просто это все. Это же надо было так додуматься и сказать.
Хорошо. Это из той серии, да, когда голый король вышел. О, сир, как прекрасно, как вам идет, как это все замечательно на вас смотрится, как необычно вы ходите. И только один ребенок сказал: король-то голый, что вы тут тявкаете? Вот из этой серии. Раз надо против меня, значит, любую тупость надо сейчас хвалить. Это гениальная фраза. Вы поняли, что через эгрегоры можно... Нет. Когда мы смотрим на Таро, мы должны обойти эгрегор, а когда мы хотим вернуться к эгрегору, мы через стихи подключаемся и возвращаемся. Я не знаю, как подключается через стихи. Простите, я обычная ведьма, я такие гениальные вещи не знаю. Это, если дословно сказать, значит, подключаемся через стихи. Это надо землю посыпать себе на голову, сверху полить водой, потом зажечь себе волосы и пойти в церковь. Вот подключиться через стихи. Я не знаю, как еще надо подключиться. Кошмар какой-то. Все подключаются куда-то. Все куда-то отключаются, вашу мать. Вы бабы или тройники, твою мать. Вот подключаемся мы и отключаемся. И обходим через эгрегор к стихиям. Ладно, все. Дальше. Ни один арабский колдун не рассказал о себе, не вышел, не рассказал и своими секретами не делился. С удовольствием бы поделились своими секретами, если бы в Арабских Эмиратах, вообще в арабских странах за колдовство не было бы смертной казни. Коротко и ясно. С превеликим удовольствием бы сказали, объяснили. И, может быть, у них есть такая потребность что-то сказать, объяснить, как они работают. Но они знают, что за это будет смертная казнь. А если они будут жить вне своей страны и там откроют что-то и скажут, то смертная казнь будет у их родных и близких. Поэтому эти люди, прекрасно осознавая, понимая, этого не делают. Вот и все. Куда далеко идти, если даже на Северном Кавказе это под запретом, и люди боятся там об этом вообще говорить, а уж тем более в Арабских Эмиратах, где отсекают голову. Даже по ложным обвинениям в колдовстве. А если есть такие колдуны, такие сильные, то они все берутся под покровительство женами шейхов, которые тоже не прочь колдовать. Это я знаю не понаслышке, а от человека, который там жил и сейчас живет. Если их подозревают, они сразу их берут под опеку, их просто из тюрьмы вытаскивают, можно сказать, и они становятся их придворными колдунами, потому что все эти жены богатых шейхов очень сильно боятся конкуренции, им нужно свести в могилу вторую жену, еще что-нибудь. Так что, господа, сказали бы они много чего, если бы могли это сделать. Я иногда вижу среди этих священнослужителей просто колдуна, у которого есть жажда делиться этими знаниями. И он пошел, и он священнослужитель, он богослов. Но он так подробно рассказывает о том, как магия влияет на человека, на его мозг и сознание, что я понимаю, что этот человек не может, не зная такие тонкости, об этом рассказывать. Его жажда рассказать о колдовстве перешло в религиозность. Он через религию пытается сказать, насколько это плохо и насколько оно сильно на вас влияет, если вы туда влезете. Понимаете? И последнее, про армян. Про ее ненависть к армянам. О том, что армяне очень плохие. Бабушка сказала, что армян даже можно по ногам узнать. Настолько они узнаваемы. Я так понимаю, твоя бабушка валялась под ногами армян всю свою жизнь, поэтому очень хорошо запомнила ноги армян. Это хорошо. Поэтому ты мои ноги все время выставляешь у себя. Аватар роликов. Длинноногие вы мои. Когда ты дома находишься в домашней обстановке, ходишь в ритузах или в чем-то еще, и случайно камера попадает на дверь зеркальную, и вот снимает твои ноги. Они радостные, вот эти ноги везде показывают.
Это не короткие ноги, это просто миниатюрные ноги. Я маленькая, я невысокая. Я всегда была маленькая, я была очень миниатюрная, я бы сказала. Не худая, а миниатюрная. Я вещи покупала в детском мире. Сейчас это, может, смешно звучит, это реально так. Я не могла найти себе вещи. Мне все время казалось, что я на слонов возят. Ну что это такое? Меня разнесло после, даже до операции, когда я начала гормоны принимать, мне назначили. Меня разнесло. Вот там есть фотографии, которые я не хочу даже смотреть. Их нету в сети, можете не искать. Я их никогда не выставляла. Я несколько лет вообще не выставляла фото. Вы бы с радостью нашли. Те фотографии, где вы растягиваете мне лицо, это, конечно, тупость. Там я не так выгляжу. Я весила больше 100 с чем-то килограмм, да, у меня было время. И я скинула за полгода или за 4 месяца, сейчас точно не помню, 45 с чем-то килограмм я скинула. Это была просто сила воли. Понимаете? Я просто скинула и дошла до 60 с чем-то килограмм. Но после операции опять мне это назначили, и меня опять разнесло. Я снова скинула килограмм 20. С того времени я борюсь с лишним весом. Мне килограмм 15 точно надо скинуть, и это будет норма. Так вот, ножки мои, они не короткие, они миниатюрные, маленькие. Маленькая я женщина. Я невысокого роста. Но это меня не делает хуже. Зато у меня мозг прекрасно работает. Вообще все известные знаменитые женщины в истории человечества, они все были маленькие. Многие из них красотой особо не отличались. Многие были красивые. Но, в принципе, их... Как, я не помню, кто сказал, я не знаю ни одну женщину, которая прославилась, чтобы она показывала что-либо иное, кроме интеллекта. У них был интеллект. И это было самое важное и самое главное. Есть очень много длинноногих красавиц, которые так и ушли в мир иной, и на вечные века их никто не знает и не помнит. Так что не в этом счастье. Но хорошо, так вот, ноги, да, армянские ноги, которые твоя бабка запомнила на всю жизнь и сказала, что это самый плохой народ. Я, конечно, извиняюсь, но мы же не говорим, что есть плохой народ, который танцует лезгинку перед скорой, когда человек умирает. Мы же не приписываем народу вот поступки вот этого дурного одного человека. Вот этот самый плохой народ – один из древнейших народов мира, давший миру очень много разумных, достойных людей. Огромное количество. Имеющий письменность уже 1600 лет. До этого еще клинопись была. У этого самого плохого народа Ереван уже 3000 лет. На 29 лет старше Рима. И так далее, и так далее. Вот этот самый плохой народ. Говорить о целом народе так, это удел низких, несчастных существ. Теперь, она придумала, что после геноцида у нее в доме бабушки жила армянская семья, они их ограбили и убежали. Это чушь собачья выдумка. Эта легенда появилась тогда, когда тебе нужно было оправдать свои гадкие слова, сказанные в адрес моего народа. Ты подумала, и как все лживые твари, придумала какую-то легенду. Люди после геноцида, обворованные, несчастные, потерявшие своих детей, мужей, близких и так далее, по-твоему, у них вот как раз вот такой период был, чтобы кого-то ограбить или что-то еще делать. Я не пожелаю твоему народу того геноцида, который мы прошли. И тогда ты поймешь, способен ли человек, прошедший только что резню, пойти и кого-то ограбить. Если бы ты прошла это, ты бы поняла. Есть ли какой-то смысл в материальных ценностях, когда у человека душа пуста, и он потерял всех, кого любил? Когда миссионеры подходили к этой огромному каравану людей,
которые чудом спаслись и шли через пустыню в город Алеппо, описывается такой момент. И они приносили хлеб, им отдавали, и женщины выкидывали хлеб и говорили: лучше дайте нам яд. Зачем нам хлеб? Чтобы продлить наше несчастное существование. Вот такое прошел мой народ. Чего твоему народу я не желаю. Реально не желаю искренне. Так что закрой свою пасть всего того, что касается армян. Пасть свою захлопни, пожалуйста. Ты эту умную армянку 4-й год не можешь никак одолеть. И от своего бессилия оскорбляешь моих подписчиков, которые оказались умные люди и к такой ничтожной бабенке, неграмотной шаболде не побежали сидеть и слушать этот бред бредячий, как надо обходить эгрегоры через стихии. И армян ненавидели и завидовали им именно потому, что они где бы ни жили, во-первых, они хозяйственники, во-вторых, они добиваются успеха, в-третьих, они других учат жить и бороться, и они умный народ. Вот за это их и не любили. Вот такие закомплексованные тупорылые твари, как ты. И твоя бабушка, которая валялась у нас под ногами. И хорошо наши ноги запомнила. Теперь ты будешь запоминать наши ноги. На этом все. Всем удачи.